Всем привет, ребята! Сегодня у нас свежее горячее обновление от Whiteout Survival 22 октября. И я уже успел все проверить, чтобы рассказать вам самое интересное и важное. Но сначала огромное спасибо каждому из вас за вашу активность. Спасибо вам за поддержку и попрошу вас поставить лайк под этим видео. А чтобы порадовать вас еще больше, сегодня я постараюсь выпустить еще один ролик. И кстати, до розыгрыша 5 сертификатов по 499 ледяных звезд осталось совсем чуть-чуть. Менее 60 подписчиков на моем YouTube канале. Так что если вдруг вы еще не подписаны, самое время это исправить. Давайте вместе добьем эту цель и запустим розыгрыш уже совсем скоро. А теперь погнали разбирать обновления, ведь там есть на что посмотреть. Вчера нам на почту пришло письмо с уведомлением об обновлении, которое произошло буквально пару часов назад. Давайте теперь разберемся, что же нам такого добавили. Ролик про обновление решил разделить на две части, потому что информации действительно очень много. И первое, нам добавили новую функцию – альбом тундры. И теперь нам наконец-то обновили обелиск, которых у многих давно пылился без дела. Я решил по этому зданию сделать отдельное видео, потому что функция интересная и есть о чем поговорить. В течение дня я подробно разберусь с этим обновлением, соберу всю нужную информацию и мы обязательно обсудим его уже сегодня. Помимо этого нам добавили новую функцию – система «Ведущая слава». Когда государство становится ведущим во время события «Перенос города», то мы получаем эмблему ведущего государства. И помимо этого мы получаем различные облики. Очень жаль, что это обновление не ввели неделю назад, ведь именно мое государство было ведущим в последнем трансфере. Как только наш сервер снова получит этот статус, обязательно покажу, как работает весь функционал. Помимо этого нам добавили новое событие – меткий выстрел. Что-то мне это напоминает хижину Мии, и думаю, теперь это событие будет периодически появляться у нас в игре. Мы обязательно обсудим его более подробно в следующем ролике, вместе с альбомом тундры уже сегодня. Цель сегодняшнего видео – рассмотреть функционал обновления и пройтись по всем 23 пунктам, которые добавили в игре. Так что не будем затягивать и поехали разбираться, что у нас нового. Перед началом обсуждения хочу немного обсудить раздел «Сокровища путешествия». Как я понимаю, этот пакет по типу фонда рассвета, где на старте игры можно было приобрести пакет с большим количеством алмазов, а это его аналог. Судя по описанию, обновляться он будет раз в 28 дней. И выглядит данный пакет действительно достойно. И в нем, кстати, теперь можно приобрести усовершенствованные кристаллы огня, чего раньше не было. По моему мнению, админы снова нас к чему-то готовят. Возможно, к появлению зданий более высокого уровня. В любом случае, нам остается только ждать. Сразу отмечу, что накопление пакета может отличаться у разных игроков. Все зависит от стадии, на котором вы сейчас находитесь. Буду ли я брать данный пакет? Думаю, да. Считаю его выгодным, в нем много полезных опций и достойные награды. А теперь давайте с вами рассмотрим 23 пункта обновления, которые нам добавили разработчики. И первое обновление связано с изменением регистрации на ловушку медведя. Если вы являетесь одним из руководителей Альянса, то наверняка знаете, что раньше было необходимо каждый раз вручную настраивать время начала события. Теперь этого делать не нужно. Вы можете один раз задать время автоматически и при необходимости менять его, если ситуация в игре того требует. Раньше, конечно, это не занимало много времени, но теперь все стало гораздо удобнее. Так что за этот пункт определенно плюс. Следующий пункт посвящен битве за замок. Теперь его длительность сокращена до 5 часов. Раньше, напомню, было 6 в случае полной битвы. А время, необходимое для победного захвата, уменьшили с 3 часов до 2,5. В итоге мы получаем сокращение битвы примерно на 1 час, если она идет полностью. Играть 6 часов подряд на замке – это действительно тяжело, особенно когда сражение выпадает на субботу. А это выходной день для большинства из вас. Теперь же мы будем проводить там меньше времени. И это определенно плюс. Многие уже начали спрашивать про время начала битвы за замок. Думаю, оно останется без изменений. То есть старт по-прежнему 12:00 UTS. Да, и как мы сейчас убедились на экране, время старта мероприятия не изменилось. И как мы все прекрасно понимаем, меняется только длительность битвы. Она теперь будет короче, в зависимости от ситуации на поле. Кстати, нашему серверу все-таки один пункт предоставили. За то, что мы были лидирующим государством в последнем трансфере. И у нас изменился купол замка. И как вы видите на экране, меняются градации в зависимости от количества раз, когда мы будем получать данный статус. Третий пункт связан с островом Рассвета. Добавлено новое базовое украшение – мраморный забор. Я, если честно, к декору отношусь нейтрально. Но для тех, кто любит украшать свой остров, эта новая опция может стать приятным дополнением и немного разнообразит ваш дизайн. И еще одно нововведение, которое, я думаю, особенно оценят девушки в игре, а особенно тетушка Эрис. Теперь можно посмотреть в истории, кто именно вам поставил лайк на остров из других участников. Так что, девушки, если ваш доброжелатель вдруг не поставил лайк на этой неделе, теперь вы сможете это проверить. Ну а если вы хотите задобрить тетушку и услышать ее истории, то ставьте лайк на ее остров и приходите к нам в Телеграм. Следующий пункт связан с разведкой на маяке. Теперь у вас, если 15 уровень топки или 5 уровень VIP, то появилась у вас новая функция. Можно одним нажатием получить все награды за сбор данных разведки, как вы сейчас увидели на экране. И самые внимательные могли уже заметить, что также обновили анимацию появления миссий от Агнес. И следующее обновление связано с чемпионатом Альянса.
На странице информации о войсках добавлена новая функция «Массовая настройка», которая позволяет быстро изменить линии войск. Еще одна удобная опция для руководителей Альянса в рамках чемпионата. Уверен, те, кто занимается у себя в Альянсе данной функцией, точно оценят данное нововведение. Кстати, одно из немногих видео, которое для вас еще не снял, это подробная информация о чемпионате Альянса. И если хотите, чтобы мы обсудили это событие, обязательно об этом напишите в комментариях. Следующее обновление поможет вам экономить продвинутые телепорты. Теперь перемещение по территории Альянса, обычно выделено оно синим, будет выполняться за счет телепорта территории. Их можно купить значительно дешевле в магазине Альянса, чем продвинутый телепорт. Но главное условие, чтобы это сработало, все ваши марши должны быть дома. Следующее изменение связано с мероприятием «Снегоуборщики». Нам предоставляется 4 обновления. В любом случае, на практике мы это сможем протестировать, как только на нашем сервере появится данное событие. Обязательно обсудим все эти нововведения в чате телеграм-канала. У меня на следующей неделе рыбалка, а у некоторых из вас снегоуборщики. Так что обязательно дайте обратную связь по изменениям. Будет интересно посмотреть, как это все работает на деле. А теперь переходим к одному из самых важных пунктов в этом обновлении – изменения в уровнях снаряжения губернатора. Когда ваше государство просуществует определенное количество дней, мы введем легендарное снаряжение 4 ступени – 3 звезды, и расширим доступные источники материалов для усиления снаряжения губернатора. Это было ожидаемо. В одном из роликов про инсайды мы уже обсуждали, что подобное обновление стоит ждать. И вот этот день настал. У меня эта опция еще недоступна на сервере. Но, как указали разработчики, 3 и 4 ступени будут открываться на определенном этапе игры. Поэтому у меня к вам просьба. Напишите в комментариях, если у вас эта функция уже доступна. Хочется разобраться, с какого именно момента открываются новые уровни снаряжения губернатора. Но раз администрация ввела новые уровни, то логично предположить, что они немного упростят добычу ресурсов для этого снаряжения. И первая опция – это магазин лабиринта, где буквально вчера появился ящик с материалами снаряжения губернатора. Честно сказать, не уверен, есть ли смысл покупать за 2500 светящихся камней такое небольшое количество ресурсов. Я, скорее всего, буду избегать этой покупки. Следующее изменение – это увеличение количества проектных планов, раствора и сплава в магазине чемпионата Альянса. Этот пункт я тоже пропущу, так как для меня в этом магазине гораздо важнее печати эксперта. И честно сказать, вчера было тоже количество. 120 полировочных растворов и 12 тысяч упрочненного сплава. Но, возможно, администрация сегодня что-то еще изменит. Так что в любом случае обновляйте данный магазин и смотрите его в течение дня. И третья функция увеличения ресурсов – это участие в мероприятии «Безумный Джо». Теперь награды за личный рейтинг и рейтинг Альянса будут изменены. Надеюсь, изменения действительно окажутся в лучшую сторону. Но узнаем уже завтра, когда стартует данное мероприятие. В целом могу сказать следующее. Рано или поздно было очевидно, что появятся новые уровни снаряжения. Но, честно говоря, я ожидал более интересные способы получения ресурсов для снаряжения губернатора в игровых магазинах. Если вы находитесь в моем телеграм-канале, то знайте, что я с ребятами вам делал таблицу про снаряжение. Теперь придется ее обновить для вас. И я сделаю это с ребятами в ближайшее время. Как только более детально буду владеть информацией за количественные показатели ресурсов. Теперь давайте перейдем к следующему разделу, который связан с драконьим тираном. Введены награды государства для губернаторов с уровнем топки 20 и выше, государства губернаторов из топ-10 рейтинга захвата. Мой альянс стабильно входит в топ-10 в каждом тиране, и это дает свои преимущества в разрезе этого пункта обновления. Надеюсь, администрация будет вводить больше бонусов для игроков, находящихся на серверах с сильным составом участников, как на примере этого пункта, и Лиги бойцов, которая была добавлена в предыдущем обновлении. А вот и обновление, связанное с Лигой бойцов Тундры. Введены награды государства для всех губернаторов с уровня топки 20 и выше, в государствах легионов из топ-4. И снова плюс нахождение на сервере с сильным составом игроков. Ставлю плюс этому обновлению. Помимо этого ввели изменения и в битве за Литейную, а у некоторых и в Лиге бойцов Тундры, если она уже доступна у вас. Пробыв в захваченном здании 30 минут, вы начинаете зарабатывать личные очки значительно быстрее. Я играю Литейную на фермерском альянсе, и когда проходит битва, крайне тяжело набрать 180 тысяч очков в период мероприятия, но при непрерывном захвате здания более 30 минут шансы сделать это значительно выше. В связи с этим нововведением. Следующее изменение связано с престижем наемника. Когда государство достигает зданий Кристалла Огня 8 уровня, будут введены новые уровни сложности, а значит и более ценные награды. Так что однозначно ставим плюс этому изменению. Следующее изменение связано с лабиринтом. Введена таблица лидеров участников Альянса, что позволит вам увидеть успехи ваших союзников. Данное нововведение вы можете посмотреть в данном разделе. Следующее изменение связано с фортами. Когда ваше государство откроет героев третьего поколения, наемники станут могущественнее. Сила наемников продолжит расти, чтобы большинство битв соответствовало развитию вашего государства. На моем этапе игры уже нет битв за форт,
так как все поделено среди альянсов. Не знаю, что там поменялось, но надеюсь, что обычный марш альянса пробьет войска внутри форта. Следующее изменение связано с картой. На карту добавлена кнопка «Глушь». Увеличивая или уменьшая карту, вы сможете нажать на эту кнопку, чтобы быстро вернуться к местонахождению вашего города. Помимо этого произошли изменения в групповых чатах. Теперь можно передавать права администратора другому человеку. Помимо этого, ввели менее актуальные опции чата. Мы с вами не будем заострять на это внимание. Следующее изменение связано с энергией губернатора. Введен лимит на энергию, которую вы можете собрать со склада или через навык арктического волка – арктические объятия. Это опция для новичков. Показать ее функционал я, к сожалению, вам не могу. Следующее изменение связано с миссией героя. Введена функция «Получить все» для ящиков прогресса. Теперь в мероприятии с убийством потрошителей можно одним нажатием забрать награды за 10 убийств прямо в меню мероприятия. Сделано это по примеру формата сегодняшнего апдейта маяка, но посмотрим, как это будет работать на практике при следующем участии. А вот следующий пункт считаю неплохим. Теперь индикатор лечения будет менять цвет в зависимости от количества раненых. Очень удобная опция для игроков, которые участвуют в сражении на замке и убиваются об башни. Теперь мы можем следить за количеством в медпункте и не превышать лимит. Честно говоря, очень удобно. Следующее изменение связано с рюкзаком. Сводка ресурсов и ускорений добавлена в информацию об ускорении изучения. Помимо этого, улучшили облики марша. Бегун по кругу и симфонический парад. У меня есть скин бегун по кругу, но честно сказать, я не увидел изменения. Возможно, вы что-то заметили. Напишите об этом в комментариях. Давайте перейдем теперь к следующему изменению. Статус настроения. Добавлена новая иконка настроения «Солдат с мечом», взамен иконки короны. Честно сказать, мы не будем особо заострять внимание, тут и так все понятно. И последний пункт обновления – это поход. Поправлен дизайн страницы. Кнопка «Походные припасы» и «Припасы рубежа» в правом верхнем углу поменялись местами. Мы с вами заходим в раздел и видим, что нам добавили слева сверху новую функцию для удобства анализа наших изучений. Честно говоря, для меня важнее, чтобы на телефоне появлялось уведомление, когда заканчивается исследование навыка в Рассветной Академии. Без уведомления это очень неудобно, и постоянно приходится ставить будильник на телефоне. Надеюсь, что в одном из следующих обновлений ведут и эту функцию. Вот мы с вами обсудили все 23 пункта. В целом обновление мне понравилось, но я все еще жду информацию по обновлению снаряжения губернатора. Помимо этого, 2 новых мероприятия мы сегодня с вами разберем более детально, как только я окончательно разберусь с их функционалом. Из плюсов апдейта отмечу то, что администрация наконец-то начала поощрять игроков, находящихся на сильных серверах, и за это им однозначно плюс. В любом случае, напишите в комментариях, что вы думаете об этом обновлении. Еще меня немного удивило, что администрация убрала кристаллы огня и жетоны облика из последней награды за ежедневные миссии, заменив их на мифический общий набор фрагментов сцен. Возможно, старые награды еще вернут, так что просто будем ожидать. Друзья, вот такое у нас вышло обновление за 22 октября. Как по мне, есть на что обратить внимание. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал и включить колокольчик, так как сегодня я постараюсь для вас снять информацию про 2 новых мероприятия. И, конечно же, не забываем за розыгрыш 5 сертификатов по 499 ледяных звезд. Осталось менее 60 подписчиков, и мы стартуем. Спасибо, что поддерживаете меня и остаетесь со мной. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.